Я услышала его крик еще в огороде. Пронзительный, захлебывающийся, такой, от которого холодеет не спина, а где-то глубже, в самой середине груди. Я бросила корзину со зверобоем, не заметив, как та опрокинулась и рассыпала стебли по влажной осенней земле, и побежала. Ноги знали дорогу, вниз по тропе, мимо кузницы, туда, где берег делал крутой поворот, и обрыв нависал над рекой метра на 3. Я бегала здесь каждый день. Анна Браун бегала здесь каждый день. Маленькая, хрупкая, с легкими ногами, которые помнили каждый камушек на этой тропе лучше, чем я помнила таблицу умножения. Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Это тело было чужим, но оно двигалось. Этого пока хватало. Люди уже собрались. 8 человек, может 10, кузнечные фартуки, запачканные мукой платки, грубые башмаки с налипшей глиной. Все стояли кольцом. И в центре этого кольца, прямо на сырой траве у самого края берега, сидел мальчик. Лет 8, курносый, с рыжеватыми вихрами и веснушками. Левая рука его провисла вниз с той неестественной, болезненной очевидной асимметрией, которую невозможно спутать ни с чем другим. Весь его силуэт от этого казался перекошенным. Он держал левую руку здоровой правой, бережно, как держит раненую птицу, и плакал навзрыд. Это был Отто, сын кузнеца Бернарда. «Передний нижний вывих плечевого сустава», — сказал голос у меня в голове. Тот голос, который я уже 3 месяца училась считать своим, хотя он принадлежал другому человеку, другой жизни и другому миру. Механизм травмы — падение на вытянутую руку. Головка плечевой кости смещена под клювовидный отросток. Классическая картина. 6 минут работы. И я протолкалась вперед. Над мальчиком уже хлопотала Гертруда. Широкая, краснолицая, с руками, привыкшими принимать роды и месить тесто одинаково уверенно. Деревенская повитуха, которая знала здесь каждого второго с момента его рождения. Она деловито ощупывала плечо Отто обеими руками. «Перелом», — объявила она окружающим. «Плечевая кость, видите, как торчит? А в плечо, сдается мне, вселился злой дух, потому и болит так сильно. Надо перевязать крепко, поставить свечки и молиться». Она уже разматывала широкую полосу холстины. «Нет», — сказал голос. «Подождите», — сказала я. Никто не обернулся. «Подождите!» Я шагнула вперед и встала между Гертрудой и мальчиком. Гертруда уставилась на меня с таким видом, будто ее перебил говорящий плетень. «Анна Браун», — произнесла она, — «иди домой. Твои травки здесь не нужны. У меня нет времени на...» «Посмотрите на форму плеча. Если это перелом, то где отек, где кровоподтек? При переломе плечевой кости ткани реагируют сразу. Здесь ничего этого нет. Рука провисает от основания, не от середины кости. Сустав пустой. Это другое». «Другое?» Гертруда прищурилась. «Вывих. Кость вышла из сустава». Слово было незнакомым. По лицам людей пробежала волна. Легкое беспокойство, которое всегда сопровождает незнакомые слова, произнесенные уверенным голосом. Люди не понимали вывих, но слышали уверенность. А уверенность — это язык, который понимают везде. Кузнец Бернар стоял чуть в стороне. Огромный, широкий, с руками, как кувалды. А сейчас он выглядел растерянным и оттого почти беспомощным. Его сын плакал, а он не мог это исправить, это было невыносимо. Он посмотрел на меня. «Можешь это исправить?» «Могу», — сказал голос спокойно. «Без наркоза, без рентгена, просто руками. Так это делали за 1000 лет до того, как появился рентген. Это описано еще у Гиппократа. Это старейшая из манипуляций. Просто здесь никто не знает, как делать ее правильно». «Да», — сказала я. Гертруда выпрямилась. Лицо ее стало каменным. «Это богохульство. Никакой девчонке не под силу». «Бернар», — я не дала ей договорить, «мне нужно, чтобы ты держал его за туловище.
Не сильно, но крепко, чтобы не дергался. И еще мне нужны 3 куска ткани. Один длинный, сантиметров 70. Он не знал слова «сантиметр». Я показала руками. Он кивнул и пошел, быстро, молча, без лишних вопросов. И я опустилась на колени перед Отто. Он был совсем маленьким, слезы размазались по щекам 2 мокрыми дорожками. Нос распух и покраснел. Он смотрел на меня с той особенной детской смесью страха и отчаянной надежды, когда взрослый, кажется, точно знает, что делает, и ребенок цепляется за это, кажется, изо всех сил, потому что больше не за что. «Отто», — сказала я, — «ты слышал, как бьет большой колокол на церкви?» Он моргнул, сбившись с плача. «Слышал. Вот. И когда я скажу «сейчас», сделай для меня одну вещь. Набери в рот побольше воздуха и посмотри вон на ту березу». Я кивнула вправо, туда, где над рекой нависало высокое белое дерево. «Видишь, там дятел стучит». Он непроизвольно скосил взгляд вправо, ища дятла, а мои пальцы уже работали. Нахожу суставную щель, определяю положение головки кости, начинаю медленное наружное вращение плеча. Он смотрит на березу, голова повернута, внимание сосредоточено не здесь. Хорошо. Продолжаю вращение. Чувствую, как уступает мышечный спазм, миллиметр за миллиметром. Сейчас. Сейчас, сказала я. Одно движение, быстрое, выверенное. Щелк! Отто вскрикнул, коротко, удивленно, не от боли, от внезапности. Наступила тишина. Мальчик медленно, не веря, пошевелил пальцами левой руки, потом поднял ее немножко, на несколько сантиметров, потом еще. «Папа, она не болит!» – прошептал он изумленно. Никто ничего не сказал. И я занялась повязкой. Косыночная фиксация, локоть под прямым углом, 3 недели носить не снимая. Объяснила Берну все, что нужно. Он слушал молча, не сводя с меня глаз. Когда я поднялась и обернулась, люди смотрели на меня. Не так, как смотрели раньше. Раньше я была Анной Браун, сиротой, дочкой покойной травницы, девчонкой, которую терпели, потому что иногда ее отвары помогали от живота. Сейчас они смотрели иначе. В глазах было что-то такое, от чего у меня похолодело в животе. Гертруда стояла чуть в стороне, сжимая в руках нераскатанный кусок холстины. На ее лице читалось сложное, не ярость, не восхищение, что-то среднее, у чего не было точного слова в этом языке. «Вот и все», — подумала я, глядя на них. «Теперь меня будут считать чудотворцем или ведьмой. Но ни то, ни другое мне не нужно». Но выбора уже не было с того момента, как я открыла рот. Я пошла домой. За спиной слышала, как люди начали говорить, тихо перебивая друг друга, и слышала имя, которое здесь было моим. Дома я долго сидела у окна. Осень за стеклом была серой и холодной. Голые ветки, мокрая трава. Этот дом был маленьким и темным. Одна комната, глиняный пол, солома на топчане, пучки трав, запах сухой мяты и дыма. 3 месяца я жила в этом теле. 3 месяца просыпалась каждое утро с одной и той же мыслью. Это сон. И сейчас я открою глаза в реанимации. Но 3 месяца я открывала глаза и видела потолок из почерневших досок. «Ты не просыпаешься», — говорил голос. Мой голос. Голос Николь Вайс, 34 лет, травматолога с 12-летним стажем, которая ехала домой из клиники по мокрому шоссе в ноябре и не доехала. Я помнила все до секунды. Запах мокрого асфальта, фары встречной фуры. Слишком близко, слишком ярко. Визг тормозов, удар, а потом солома, холод и это тело. Маленькое, хрупкое, на удивление выносливое, 17 лет, чужие руки с тонкими пальцами, чужие ноги, чужое лицо. Анна Браун, дочь травницы Марии Браун, умершей 5 лет назад. Сирота.
«Ты не просыпаешься», — повторял голос. «Значит, это настоящее. Значит, работаем с тем, что есть». Это был мой голос. Голос профессионала, который умеет не паниковать, потому что паника убивает пациентов. И я держалась за него, как за перила в темноте. Сегодня я вправила вывих мальчику. Это было правильно. Это нужно было сделать, и я это сделала. Но люди смотрели так, как смотрят на что-то непонятное. А непонятное в этом мире опасно. Я взяла тетрадь, грубую, с серыми страницами из плохой бумаги и записала. Вывих плечевого сустава. Результат. Полное вправление. Рекомендована косыночная фиксация на 21 день. Потом закрыла тетрадь. За окном начинался дождь. Клаус Цирюльник приехал в среду. Его видели издалека. Он ехал на смирной серой кобыле с кожаным сундучком, притороченным к седлу. Он приезжал раз в месяц. Постричь, побрить, вырвать гнилой зуб, поставить пиявок. Последнее, по его мнению, было высшим проявлением медицинского искусства, и он этим очень гордился. Его вызвали к мельнику Беннеру. Я узнала об этом от соседки, толстой добродушной Хильды, которая принесла мне качан капусты в обмен на мазь от ревматизма. Хильда сказала, что Беннер 3-ю неделю лежит в жару, не ест, кашляет так, что слышно через стенку, а жена его, Кристина, уже в отчаянии. «Пневмония», — сказал голос сразу, — «или плеврит. При 3-недельном течении кашля, скорее всего, пневмония. Обезвоженный, ослабленный организм. Кровопускание в таком состоянии — прямой путь к шоку». Я пошла к дому мельника. Клаус уже был внутри. Я остановилась у открытой двери и увидела его. Невысокого, плотного, в кожаном фартуке. Он раскладывал инструменты с видом хирурга, готовящегося к сложной операции. Ланцет, широкая мензурка, полотняные бинты. Беннер лежал на лавке у стены. Даже отсюда я видела губы сухие, щеки запавшие, дыхание с хрипом. Температура, обезвоживание, истощение. «Горячая кровь скопилась в голове и груди», объяснял Клаус жене мельника, Кристине. «Это нарушает баланс жизненных соков. Нам нужно выпустить горячую кровь, и холодная придет на ее место и восстановит равновесие». Кристина кивала. Она верила. У нее не было причин не верить. «Гуморальная теория», — тихо сказал голос. 4 жидкости тела: кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Дисбаланс — это причина всех болезней. Это господствующая медицинская парадигма уже 1500 лет, опровергнута примерно в 17 веке. До этого момента еще много времени. «Сначала я выпущу дурную кровь из вены на локте», — продолжал Клаус. «Затем поставлю пиявок на затылок, чтобы снять жар с головы. К вечеру будет легче». Кристина посмотрела на мужа, потом на ланцет, потом на меня, стоявшую в дверях. Я не знала, что она думает, но она смотрела. «Ты не можешь остановить его», — сказал голос. «Он лицензированный лекарь, а ты деревенская девчонка 17 лет. Если ты войдешь и скажешь ему, что он убивает больного, он велит тебя выгнать и будет прав с точки зрения любого закона этого мира». Я смотрела на Кристину. Она жена. Она может. «Кристина», — сказала я от двери, тихо, не перебивая Клауса, «можно тебя на минуту?» Она вышла. Клаус не обернулся, он был занят ланцетом. Я отвела ее на 2 шага от двери. «Кристина, у меня есть отвар из ивовой коры. Он помогает при таком жаре лучше, чем кровопускание, потому что жар выходит через пот. Злой дух болезни боится пота, он не может в нем удержаться». Я видела, как она слушает. Слово «злой дух» зацепило ее сильнее, чем все остальное. «Пусть Клаус делает свое дело, но после дай Беннеру мой отвар и укутай потеплее. И давай много воды, каждый час по кружке». «Воды?» — удивилась она. «Много воды. Это важно.
Злой дух уходит вместе с потом, а пот требует воды. Кристина смотрела на меня, потом кивнула. Клаус сделал кровопускание. Я стояла снаружи и слышала, как позвякивают его инструменты, и думала о том, что мельник потеряет примерно 200 мл крови, которая ему сейчас нужна больше всего на свете. «Главная гидратация», — повторял голос. «Он не умрет от 200 мл. Если Кристина будет поить его каждый час, не умрет». Когда Клаус вышел, довольный собой, я передала Кристине плотно закрытый горшок с отваром. Объяснила снова, медленно, по шагам. Она слушала серьезно. «Ты умеешь больше, чем твоя мать», — сказала она неожиданно. «Много читала», — сказала я. Клаус проходил мимо нас к своей лошади. Он посмотрел на горшок в руках Кристины, потом на меня. «Ты дочь Марии Браун?» — спросил он. «Да». «Не суй нос в лекарское дело, девчонка. Это не твоего ума занятие». Он сел в седло и уехал, не оглядываясь. «Нет», — подумала я, — «это именно моего ума занятие. Просто ты об этом не знаешь». Беннер выжил. На третий день температура спала, на четвертый он попросил есть. Кристина прибежала ко мне ранним утром, счастливая, и принесла полкоровая хлеба и корзину яблок. «Ты его спасла», — сказала она. «Я дала отвар», — ответила я. «Спасся он сам». Она смотрела на меня так, что я поняла, этот ответ ее не устроил. Людям нужны чудеса с именем. Просто отвар из коры слишком мало для благодарности. Я взяла хлеб и яблоки, сказала спасибо и записала в тетрадь. Пневмония, предположительно правосторонняя. Лечение, салицилаты, ивовая кора, обильное питье и тепло. Результат выздоровления на четвертый день. Кровопускание не оказало видимого влияния, скорее всего, нейтрализовано гидратацией. Потом я подумала и добавила. Кровопускание убивает. Нужен способ его останавливать, не встречая сопротивления. Она пришла ночью. Я не спала, сидела при свече, разбирала пучки трав, которые успела насобирать до дождей. Зверобой, тысячелистник, мать и мачеха. Повторяла латинские названия, пока пальцы перебирали стебли. Это было что-то вроде медитации. Перебирать травы и слышать правильные слова, которые здесь никто не понимал. Стук в дверь был тихим. Гертруда стояла на пороге. Одна, в накинутом поверх ночной рубахи платке. Выражение ее лица было очень усталым. «Войди», — сказала я. Она вошла, огляделась. Ее взгляд задержался на пучках трав, на тетради, на горшке с отваром. «Зверобой?» — сказала она, кивнув на пучок в моих руках. «Мать тебя учила правильно собирать в полнолуние до рассвета». «Я собираю в любое время», — ответила я, «когда растение в цвету, а погода сухая». Она помолчала. «Присядь», — сказала я. Она села на скамью у стола, сложила руки на коленях. «Откуда ты знаешь про кости?» — спросила она наконец. Я ожидала этого вопроса. Читала. «Что читала? Книги здесь только у священника и у барона. Ни тот, ни другой не дают их деревенским девкам». «Это ловушка», — заметил голос. «Отвечай осторожно. Однажды меня позвали в усадьбу. У управляющего болела спина. Я была там несколько дней. В библиотеке были книги». «Ты читаешь по латыни?» «Немного», — сказала я. Гертруда смотрела на меня долго. Потом медленно кивнула. Не потому, что поверила, а потому, что решила принять этот ответ. «Ты унизила меня перед деревней», — сказала она. Это была правда, и я не стала спорить. «Я не хотела тебя унижать. Я хотела, чтобы мальчик мог поднимать руку». «Это одно и то же». «Чего ты хочешь, Гертруда?» Она долго смотрела на свои руки. Большие, с грубой кожей. Руки, которые приняли больше половины жителей этой деревни. «Я хочу знать то, что ты знаешь. Не все, просто про кости, про жар. Откуда берется жар, если не от дурной крови?» «Вот это неожиданно», — подумала я. Я смотрела на нее.
Тяжелая, немолодая женщина с умными глазами, которая всю жизнь делала то, что умела, и не знала, что можно по-другому. Не враг, просто человек в ловушке своего времени. Я скажу тебе, откуда берется жар, но взамен ты расскажешь мне о травах, о тех, которые знала твоя мать и которые не записаны ни в одной книге. Гертруда посмотрела на меня. «Это торговля?» — сказала она. «Это обмен знаниями. Чувствуешь разницу?» Она долго молчала. Потом на ее лице появилось что-то похожее на усмешку. «Ты говоришь не как 17-летняя девчонка». «Я знаю», — ответила я. Мы проговорили до рассвета. Она рассказывала о травах, о тех, которые здесь не имели латинских названий, только народные. Только запах и форма листа, и то, при какой луне и на каком склоне собирать. Я записывала. Я рассказывала ей о жаре, осторожно, через образы, которые она могла понять. Не о бактериях, а о семенах болезни, которые попадают в тело и заставляют его разогреваться, пытаясь их убить. Не об антипиретиках, а о том, что жар нужно поддерживать умеренным, помогать телу потеть и пить воду. Она слушала, хмурилась, иногда переспрашивала. «Семена болезни? А откуда они берутся?» «Из воздуха, из воды, от больного человека через прикосновение». «Это противоречит тому, что говорит церковь». «Церковь говорит о душе, а я говорю о теле. Это разные темы». «Ты умная девчонка. Это опасно». «Знаю», — ответила я. Она ушла на рассвете. У порога обернулась. «Про тысячелистник я тебе еще расскажу. Он останавливает кровь. Знаешь это?» «Знаю», — сказала я. Она посмотрела на меня с непонятным выражением. «Про тысячелистник я тебе расскажу. Он останавливает кровь. Знаешь это?» «Знаю», — сказала я. «Содержит ахиллеин. Гемостатическое действие подтверждено». Она посмотрела на меня с непонятным выражением. «Что ты только что сказала?» Я сказала, что знаю. Она ушла. А я записала в тетрадь. Гертруда — потенциальный союзник. Знает местную фитотерапию лучше любого аптекаря. Готова к диалогу. Следите за тем, что и как ей говорить. Потом добавила. Мыть руки перед осмотром, объяснить ей, как борьбу с семенами болезни. Люди принимают метафоры лучше, чем факты. Марта пришла сама. Шла медленно, держась за бок. Невысокая женщина лет 30, жена плотника Курта. И я увидела ее в дверях и сразу встала. Наклон вправо, рука прижата к боку. Так ходят люди, у которых болит живот. Наклоняются к больному месту, чтобы уменьшить натяжение. «Садись», — сказала я. Она опустилась на скамью и поморщилась. «Живот болит», — сказала она. 3 дня уже. Сначала думала от еды, а теперь...» «Покажи, где». Она прижала руку к правому нижнему квадранту живота. «У меня внутри что-то оборвалось. Правая повздошная область, 3 дня. Смотрим дальше. Температура была?» «Вчера все жгло. Сегодня немного лучше. Это значит, проходит?» «Нет», — сказал голос тихо, — «не проходит, Марта. Когда при остром аппендиците температура падает, это не улучшение, это перфорация. Стенка воспаленного аппендикса разрывается, боль на короткое время уменьшается, а потом перитонит. Воспаление брюшины. В 21 веке экстренная операция немедленно. Здесь...» «Марта», — сказала я, — «ложись, мне нужно осмотреть живот». Она легла на мою лавку, я осмотрела аккуратно, методично. Острый аппендицит с начинающимся перитонитом. В Вене, у себя дома, я позвонила бы в операционную прямо сейчас, а здесь... Я смотрела на ее лицо, она смотрела на меня с ожиданием. Люди смотрят вот так, когда ждут, что им скажут «все хорошо». «Что ты можешь сделать?» — спросила я сама себя. Холод на живот, замедлит воспалительный процесс, голодный режим, убрать нагрузку с кишечника.
Ивовая кора снять боль и жар. Абсолютный покой. Этого достаточно? Нет. Но это все, что у меня есть. Марта, сказала я, у тебя воспаление в животе. Серьезное. Тебе нужен покой. Нельзя есть ничего тяжелого, только вода и бульон. Я дам тебе отвар от боли. И вот это. Я нашла в углу мешочек с речными камнями. Мочи в холодной воде и держи на правом боку постоянно. «Я выздоровею?» – спросила она. «Скажи правду. Или ложь. Ложь добрее, но правда честнее». «Я сделаю все, что смогу», – ответила я. Она умерла на третий день. Я была рядом все это время. Меняла компрессы, давала отвары, следила за пульсом. Наблюдала, как воспаление распространяется, потому как она двигалась, дышала, как менялся ее живот. Перитонит развивался. Без антибиотиков это был только вопрос времени. К исходу второго дня она уже не говорила, только смотрела в потолок. На рассвете третьего она умерла тихо. Я сидела у окна и смотрела на ее лицо. Спокойная теперь, без боли. В Вене я спасла бы ее за 2 часа. 3 прокола, общий наркоз, выписка на 4-й день. Она вернулась бы домой к мужу, а через неделю вернулась бы на работу. А здесь я сидела рядом и слушала, как она умирает. Мои знания позволяют мне видеть все, поставить точный диагноз, понять каждый этап процесса и не сделать ничего. Это не бессилие от незнания, это бессилие от знания без инструментов. Это другой вид пытки. Курт поднялся, посмотрел на меня. Я ждала обвинения. Он ничего не сказал, просто вышел. Это было хуже, чем если бы он закричал. Я шла домой через деревню. Раннее утро, туман, запах дыма из труб. Деревня просыпалась. Скрипели ворота, мычал скот, где-то плакал ребенок. Жизнь продолжалась. «Ты не можешь спасти всех», — сказал голос. «Ты знала это еще в Вене. Помнишь того мужчину с политравмой? 72 года, 4 сломанных ребра, разрыв аорты. Ты работала 3 часа. Он умер на столе. Ты потом сидела в ординаторской и пила холодный кофе. А на следующий день пришел следующий пациент. Здесь то же самое. Ты не можешь спасти всех, только некоторых. Это не утешение, нет, но это правда. А правда важнее утешения. Молва – это живое существо. Я наблюдала за ней, как наблюдают за эпидемией. Как она зарождается, как меняет форму, путешествуя от уст к кустам, как обрастает подробностями, которых не было. К концу второй недели после случая с Отто история звучала уже так, что девочка-знахарка одним словом вернула мертвую руку к жизни. Ко мне начали приходить из соседних деревень. Первым пришел Якоб, бывший солдат лет 40, с лицом изрезанным шрамами, как старый стол. Он хромал на правую ногу и держал левую руку согнутой под странным углом. Она почти не двигалась. 3 года назад сломал», — сказал он, не здороваясь. «Лекарь перевязал, срослась». «Она срослась неправильно», — сказала я. Я осмотрела руку. Кость срослась со смещением. Он не мог повернуть руку ладонью вверх. «Исправить без операции уже нельзя», — подумала я, «но можно восстановить часть функции через упражнения, укрепить мышцы, разработать сохранные движения». «Я не могу вернуть тебе руку», — сказала я. «Кость срослась так, как срослась. Но я могу научиться тебя двигать ею так, чтобы слабость в этой руке мешала меньше». Он смотрел подозрительно. «Как учить?» Я показала ему упражнение, медленно, терпеливо, объясняя каждое движение через образ. Представь, что черпаешь воду, тяни руку вперед, как тянешь меч из ножен. Он повторял молча, хмуро. «Каждый день», — сказала я, — «утром и вечером. Через месяц покажешься». «Поможет». «Не полностью.
но будет лучше». Он кивнул и ушел, без лишних слов. Мне это понравилось. Второй пришла мать с ребенком. Девочка лет 3, бледная, с тонкими ногами и выпуклым животом. Мать объяснила, что ребенок почти не растет, часто плачет, зубы прорезаются плохо. «Рахит», — подумала я, — «дефицит витамина D, клиника, деформация костей, задержка роста, лечение солнечный свет и рыбий жир, и кальций». «Рыбий жир есть?» — спросила я. «Зачем?» — удивилась мать. «Он укрепляет кости. Девочке нужно давать его каждый день по ложке и выводить на солнце, как только оно есть, и не кутать так сильно». «Но холодно». «Солнечный свет важнее тепла для ее косточек. Полчаса в день на солнце, даже зимой. Руки и лицо открыты». Мать смотрела недоверчиво. Я попробовала иначе. «Посмотри на крестьянских детей, что работают в поле. Они редко болеют такой болезнью, потому что солнце лечит кости. Это старое знание, просто о нем забыли». «А где взять рыбий жир?» «В рыбацких деревнях на реке, печень трески. Попроси мужа, это недорого». Мать ушла с видом человека, который не уверен, но попробует, потому что терять нечего. Третьим пришел Хайнц. Старый, толстый, красный, с распухшими суставами на руках и ногах. Ходил с трудом, опираясь на палку. «Подагра», — подумала я. «Лечение — снизить потребление пуринов. Красное мясо, вино, субпродукты, много воды». «Что ешь?» — спросила я. «Мясо», — с гордостью ответил он. «Каждый день. Я не нищий». «Вино пьешь?» «По вечерам, как и положено честному человеку». «Это и есть причина болезни». Он уставился на меня. «Что?» «Мясо и вино в твоем теле превращаются в кислоту, которая оседает в суставах, как соль. Вот почему больно». «Это неправда». «Правда». «Ты говоришь, что мне нельзя есть мясо?» «Меньше. Особенно красного. Особенно внутренности. И вино не каждый день». «Вздор», — сказал он. «Я всю жизнь ел мясо и пил вино. Это дело чести. Найди другую причину, девчонка». И вышел, хлопнув дверью. «Не все пациенты хотят слышать правду», — подумала я. «Это не изменилось и за 1000 лет». Слухи множились. На 3-ю неделю в деревню пришел отец Бальтазар. Невысокий, сухой, с аккуратной тонзурой и умными неподвижными глазами. Он был подчеркнуто вежливым, тщательно вежливым, с той особой церковной вежливостью, которая страшнее открытой грубости. «Слышал о тебе», — сказал он. «Добрые дела, добрый знак». «Благодарю, отец. Но хочу спросить, как ты это делаешь?» «Наблюдаю, слушаю, иногда помогаю». «Через молитву?» «Господь создал травы для исцеления», — сказала я. «А я использую то, что он создал». Бальтазар кивал медленно, с видом человека, который слышит то, что хочет услышать, и одновременно то, что слышать не хочет. «Никто не учил тебя? Твоя мать умерла рано. Откуда у тебя знания про кости и жар?» «Я много читала и наблюдала». «Читала что?» Один путешествующий монах оставил матери несколько листов из медицинского трактата, сказала я. Она их хранила. Это была хорошая ложь, правдоподобная и непроверяемая. Бальтазар смотрел на меня еще несколько секунд, потом встал. «Бог видит все», — сказал он. «Я знаю», — ответила я. Он ушел. А я подумала, это предупреждение, пока не угроза, но предупреждение. Вечером того же дня в деревню въехал молодой человек на рыжей лошади. Я увидела его из окна, статный, лет 25, в офицерском плаще с дорогим снаряжением. Он оглядывался по сторонам, как человек, который вернулся домой после долгого отсутствия и не уверен, что узнает место. Потом кто-то из детей указал на мой дом. Он спешился. «Анна Браун?» – спросил он. «Да. Меня зовут Рихард фон Штейн. Я здешний, из этой деревни. Служу в армии Его Величества.
Я привез бумагу из столицы». Он достал из-за пазухи свернутый лист с печатью. Я взяла его и прочла. Тяжелая латынь, витиеватые обороты, но смысл простой. Король Рудольф III предписывает деревенской лекарке по имени Анна Браун явиться ко двору ввиду неотложной болезни генерала Лукаса фон Тальвица в течение 3 дней. Я подняла глаза на Рихарда. «Что с генералом?» «Судороги», — сказал он. «Сужение зрачков, почти не дышит. Лучший лекарь в тупике. Уже 3 недели». «Судороги», — я подумала. «Нарушение дыхания? Суженные зрачки? Нужно спросить. Он выделяет много слюны?» — спросила я. Рихард удивился вопросу. «Говорят, да. Мышцы дергаются сами по себе». «Да, откуда ты...» «Он ел что-то необычное незадолго до начала болезни?» «Не знаю. Ты можешь ему помочь?» «Нейротоксин», — подумала я. «Требует атропина. Единственный доступный природный источник атропина — это белладонна, красавка». Я посмотрела на королевскую печать на листе. «Могу попробовать», — сказала я. Моя рука, держащая бумагу, не дрожала. Сборы заняли час. Гертруда пришла, не дожидаясь, пока я позову. Видимо, уже знала. Деревня узнавала все быстро. Она молча наблюдала, как я собираю травы. Тысячелистник, ивовую кору, валериану, зверобой. Потом вышла и вернулась с небольшим мешочком. «Возьми», — сказала она. «Здесь то, что у меня лучшее высушено». Я взяла мешок, посмотрела на нее. «Спасибо». «Не благодари. Просто не умри там». Это была, пожалуй, самая теплая вещь, которую она мне когда-либо говорила. Берн проводил нас с Рихардом до края деревни. Отто бежал рядом, с рукой на повязке, но живой и счастливый. «Анна!» — крикнул он мне. «Ты вернешься?» «Вернусь», — ответила я. «Если повезет», — подумала я внутри. Мы ехали 2 дня. Рихард оказался хорошим попутчиком, неболтливым, внимательным, умеющим молчать. На первом привале он рассказал мне о генерале подробнее. Лукас фон Тальвиц. 52 лет, 30 лет военной службы, командующий армией Его Величества. Человек, который выиграл 3 войны и удержал южную границу от 2 вторжений. Железный кулак. Это было не прозвище, а должность. «Он упрямый», — сказал Рихард. «Не любит лекарей. Когда ему стало плохо, он 2 недели отказывался звать кого-либо». 2 недели? А что произошло 2 недели назад? Ужин у короля. А на следующее утро первые судороги. Значит, начало острое. Яд добавили на ужине или сразу после? Вопрос в чем? Кто еще был на ужине? Ты уже думаешь об этом? Я думаю о болезни, сказала я. Болезнь всегда имеет причину. Причину нужно найти, чтобы лечить. На ужине было 8 человек, больше никто не заболел. Значит, яд попал только к генералу? Яд? Рихард остановился. Ты думаешь... Я думаю, что то, что ты описываешь, не похоже на обычную болезнь. Но чтобы быть уверенной, мне нужно его осмотреть. Рихард долго молчал. «В замке тебя будут встречать без радости», — сказал он. «Главный лекарь, мэтр Франк, уже сказал королю, что деревенской знахарке не место у постели генерала». «Я знаю. Тебя могут арестовать, если генерал умрет, пока ты там». «Тоже знаю. Тогда зачем ты едешь?» «Зачем?» — подумала я. «Потому что это то, что я умею делать. Потому что там человек умирает от чего-то, что я, возможно, могу вылечить. Потому что если не я, то кто? Их придворные лекари лечат молитвами и кровопусканием. Он умрет, а я буду знать, что могла, но не поехала». «Потому что он пациент», — сказала я, — «а я лекарь». «Я понял», — сказал Рихард. Я увидела замок на рассвете 2-го дня. Он стоял на холме, темный, тяжелый, с квадратными башнями. Сначала я увидела флаги, потом стены, потом постепенно весь его силуэт на фоне бледного утреннего неба. В моей памяти Николь, не было замков. Были стеклянные здания,
клиник, стальные конструкции, асфальт, а здесь был камень, маховые швы между блоками и деревянный мост через ров. «Красиво», — подумала я. Потом мы въехали в ворота, и красота закончилась. Изнутри замок пах иначе, чем снаружи. Сырость, дым, прелое дерево. И поверх всего этого что-то тяжелое, как запах закрытого помещения, в котором давно не открывали окна. «Плохая вентиляция», — подумала я. «Скопление органических отходов. Идеальная среда для распространения инфекций. Если кто-то здесь серьезно заболеет, эпидемия неизбежна». У главного входа нас ждал мэтр Франк. Я узнала его сразу, не потому что видела раньше, а потому что такие люди одинаковы во всех эпохах. Высокий, прямой, с аккуратно ухоженной бородкой и холодными светло-серыми глазами. Смотрел на меня так, как смотрят на предмет, который принесли не туда, с брезгливым недоумением. «Это она?» – спросил он у Рихарда. «Анна Браун, мэтр», – ответил Рихард. «Лекарка из деревни Браунфельд». «Лекарка? Вы долго ехали, моя дорогая. Могли не торопиться». «Меня вызвал король», – сказала я. «Король вызвал лекаря. Лекари учатся в университетах. Болонья, Монпелье, Прага. Где учились вы?» «Вена, медицинский университет, 6 лет. Специализация ортопедия и травматология, 12 лет практики», – подумала я. «Но это тебе не поможет». «Там, где было можно», – ответила я вслух. Франк смотрел на меня секунду, потом отвернулся. «Рихард, проводите ее. Пусть посмотрит, раз уж король настаивает». В его голосе было такое ледяное снисхождение, что я почувствовала укол самолюбия. «Только имейте в виду, девочка, если вы навредите генералу, я лично позабочусь, чтобы суд был быстрым». «Я буду иметь в виду», — сказала я. Он ушел, не оглядываясь. Рихард тронул меня за рукав. «Не обращай внимания». «Я обращаю», — ответила я. «Именно столько внимания, сколько нужно». Меня провели через 2 двора и 3 лестницы в боковое крыло замка. Туда, где пахло горящей смолой и лекарственными травами. У двери стояла женщина, молодая, лет 25, в темном платье с простым воротником. Лицо правильное, спокойное, умные глаза, которые смотрели на меня без привычного здесь снисхождения. «Адельхайд», — представилась она, — «придворная дама Ее Величества. Я рада, что вы приехали. Ему становится хуже с каждым днем». Я вошла в покои генерала. Я всегда входила в палату к пациенту одинаково. В Вене это происходило через белую дверь с историей болезни в руке, здесь через тяжелую дубовую дверь, без ничего в руках. Но первый взгляд всегда одинаковый, быстрый, общий, профессиональный. Тот взгляд, которому учат на 3-м году медицинского и который потом нарабатывают до автоматизма. Смотри на все сразу. Поза, цвет кожи, дыхание, движение. Лукас фон Тальвиц лежал на огромной кровати под балдахином. Когда-то это был, очевидно, огромный человек. Следы этого когда-то были еще видны. Широкие плечи, длинные руки, костяк, созданный для силы. Но сейчас сила ушла из него, как вода уходит из треснувшего сосуда. Лицо серое, с синевой у рта. Грудь поднималась и опускалась неровно. Слишком мелко и слишком часто. Он был без сознания, но не спал. Я умею это различать. «Начинаем», — подумала я. Я подошла к кровати. Никто меня не остановил. Адельхайд прошла вместе со мной, Рихард остался у двери. Несколько придворных, стоявших в углу комнаты, смотрели на меня с безопасного расстояния. Мэтр Франк стоял у окна, демонстративно глядя наружу, показывая всем своим видом, что происходящее его не касается. Я взяла запястье генерала. Пульс частый, около 120 ударов в минуту, нитевидный, слабого наполнения, тахикардия, сердце работает на износ. Я приподняла веко.
Зрачки сужены до размера булавочной головки. Посмотрела на кожу. Холодная, влажная, бледная. Прислушалась к дыханию. Хрипы, бронхоспазм. Посмотрела на подушку рядом с головой, мокрая. Провела взглядом по телу. Мышечные подергивания, мелкие. Вот и все. Диагноз ясен. Я смотрела на него и видела то, чего не видел никто в этой комнате. Тело — это машина. Сложная, живая, но машина. И у каждой машины есть управление. Нервы посылают команды мышцам, органам и сосудам. Чтобы команда прошла от нерва к мышце, нужен посредник. Маленькое вещество, которое нерв выбрасывает в зазор между собой и мышцей. Мышца получила сигнал, сократилась, и посредник должен исчезнуть, раствориться. Для этого в теле живет специальный уборщик, фермент, который этот посредник разрушает сразу после использования. У Лукаса уборщик не работал. Кто-то дал ему вещество, которого этого уборщика убило полностью. И теперь посредник накапливался снова и снова. Без остановки. И кричал всем мышцам разом: «Сокращайся, сокращайся, сокращайся!» Без перерыва. Мышцы слушались до полного изнеможения. Вот откуда судороги, откуда подергивание по всему телу. Мышцы получали команду без остановки и выполняли ее, пока не начинали отказывать. Вот откуда сужение зрачков. Маленькие мышцы радужки тоже слышали этот крик и сжимались изо всех сил. И вот откуда самое страшное — дыхание. Диафрагма — это тоже мышца. Она тоже устала. Она тоже получала бесконечную команду и постепенно переставала ее выполнять. Не потому, что не хотела. Просто сил уже не было. Он задыхался не от яда. Он задыхался от усталости собственных мышц. И чтобы это остановить, нужно было перебить этот бесконечный крик, дать телу тишину. В моем мире для этого был укол, быстрый, точный, одна ампула. Здесь был только один способ. Другое вещество, которое занимало те же места, куда приходил посредник, и блокировало их. Как пробка в замке, ключ вставлен, но повернуть нельзя. Блокировка. Белладонна, красавка. То, что здесь называют ведьминой ягодой. В большой дозе смерть, в малой тишина для измученных мышц. Вопрос только в том, насколько малой должна быть доза. Этого я не знала точно. Никто не знал. Пришлось угадывать. «Это яд», — сказала я. Сказала тихо, почти про себя. «Разумеется, яд!» Голос Франка от окна был полон холодного торжества. «Об этом мы знаем уже давно. Вопрос какой? Если у деревенской знахарки есть мнение, мы с нетерпением его выслушаем». Я проигнорировала его. «Адельхайд». Я обернулась к придворной даме. Он ел или пил что-то особенное в день, когда начались симптомы. Ужин у короля. А что ели другие гости? То же самое, но никто не заболел. Значит, ему дали отдельно. Посуда генерала отдельная от других? Да, его кубок с личным гербом. Виночерпий постоянный? Петер, уже 5 лет. Я снова повернулась к Лукасу. Приложила ухо к его груди, прямо так, без стетоскопа. Услышала хрипы в нижних долях легких. Бронхоспазм нарастает. Через сутки он может умереть, времени нет. «Мне нужно поговорить с королем», — сказала я. «Король занят», — сказал Франк. «Тогда я буду ждать, пока он освободится, прямо здесь». Молчание. Потом Адельхайд тихо вышла. Я встала у изголовья кровати и смотрела на лицо генерала. «Держись», — просила я его мысленно. «Еще чуть-чуть. Я придумаю, что делать». «Я уже знаю», — думала я. «Знаю, просто еще не решила, стоит ли рисковать его жизнью, полагаясь на мою память о лекции по токсикологии, которую я слушала 15 лет назад». «Стоит», — подумала я, «потому что без этого он точно умрет». Король пришел сам.
Я его узнала не по одежде, а потому, как расступались люди. Рудольф III оказался невысоким, коренастым, лет 50, темными кругами под глазами и руками, которые постоянно двигались, сжимались и разжимались, как у человека, который привык принимать решения и сейчас не знает, какое принять. Он посмотрел на меня, потом на Лукаса. «Ты лекарка?» «Да, Ваше Величество». «Что с ним?» «Его отравили, Ваше Величество, веществом, которое нарушает работу нервов, управляющих мышцами, в том числе дыхательными. Если ничего не сделать, он задохнется в течение суток». «Лечение есть?» – просил король. «Есть, но оно рискованное». «Насколько рискованное?» «Неверная доза убьет его быстрее, верная спасет». Франк вскинулся. «Ваше Величество, прошу вас, не слушайте этого ребенка, она понятия не имеет». «Мэтр Франк», – перебил его король, – «вы лечите генерала 3 недели. Каков результат?» «Болезнь сложная. Каков результат?» Молчание. Король снова посмотрел на меня. «Что тебе нужно?» «Красавка», — сказала я. «И ваше разрешение работать в аптеке придворного аптекаря. Мне нужна 1 ночь». По залу пролетел испуганный шепот. «Красавка». Все здесь знали это слово. «Ведьмина ягода», «черная смерть». «Она хочет его убить!» — крикнул Франк. «Ваше Величество, красавка — это яд! Стража!» «Яд лечится ядом, Ваше Величество», — сказала я. «Только в малой дозе. Яд, которым отравлен генерал, нарушает механизм работы нервов. Красавка содержит вещество, которое восстанавливает этот механизм. Они противоположны по действию. Как замок и ключ. Ключ тоже может причинить вред, если им ударить. Но если им открыть, он открывает». Я смотрела прямо на короля. Он молчал. «Скажи «да», — попросила я мысленно. «Просто скажи «да». Он умрет без этого». «Дайте ей доступ к аптеке», — сказал король. Аптека располагалась в подвале левого крыла. Тяжелая дверь, низкий потолок, стены в деревянных полках, а на полках плотными рядами стояли горшки, склянки, мешочки. Запах здесь был густым и сложным. Сухие травы, воск, что-то горьковатое. «Это не так уж плохо», — подумала я, — «есть все необходимое». Стеклянные сосуды, ступки. Спирта, правда, нет, есть только виноградный. Не идеально, но сойдет. Дистиллированной воды тоже нет, но есть дистиллятор. Неплохо, честно говоря. Аптекарь Себастьян встретил меня у двери. Невысокий, лет 60. Глаза темные, внимательные, без выражения. Он смотрел на меня без враждебности и без тепла. Просто смотрел. Мэтр Франк велел мне наблюдать. «Знаю». «И доложить, если вы сделаете что-то неположенное». «Знаю». «Если генерал умрет, вас повесят, вы понимаете это?» «Понимаю», — ответила я, не поднимая взгляд от полок, который осматривала. Долгое молчание, потом скрип табуретки. Себастьян поставил перед моим рабочим местом дополнительную свечу. «Красавку я принес. Прошлогодние листья, хорошо высушенные. Что вам еще нужно?» «Виноградный спирт самый крепкий, какой есть». «Есть». «Стеклянный сосуд с узким горлышком, фильтровальную ткань и мелкий песок». «Есть». «И весы, если есть». «Есть аптечные весы». «Хорошо», — подумала я. «Работаем». Я работала всю ночь. Начала с листьев красавки. Растертый в порошок, залитый виноградным спиртом, настаивать при слабом тепле. Спирт вытягивал алкалоиды, прежде всего атропин и скополамин. Ошибка в дозировке слишком мало не поможет, слишком много – острое отравление атропином, тахикардия, галлюцинации, кома и смерть. Диапазон между мало и много очень узкий. Я выпаривала настой медленно, над слабым огнем, постоянно помешивая. Фильтровала через песок и ткань, потом еще раз через ткань. Концентрацию определить невозможно. Придется оценивать по объему и исходному количеству листьев.
И я помнила лекцию профессора Хоффмана. Он всегда говорил тихо и требовал тишины в аудитории, потому что то, что он говорил, было важно. «Представьте весы», — говорил он. «На одной чаше яд, который уже сидит в теле. На другой лекарство, которое вы даете. Ваша задача — перевесить». Но вот парадокс. Чем больше яда на первой чаше, тем больше места на второй. Тело, которое уже борется с сильным ядом, переносит гораздо больше лекарства, чем здоровое тело. Потому что все места, куда могло бы ударить лекарство, уже заняты ядом. Лекарству просто некуда навредить. Иными словами, если тяжело отравлен человек, бойтесь дать мало. Не бойтесь дать много, мало не поможет. Скорее всего, не убьет, потому что яд уже сделал тело нечувствительным к лишнему. Если первая доза не помогла, дайте еще. Смотрите на пациента, а не на флакон. Это не разрешение быть небрежным. Это разрешение не бояться, когда человек умирает у вас на руках. Я стояла над Лукасом и повторяла это себе. Смотри на пациента, не на флакон. Если мало, дай еще. Слышишь, Николь? Не бояться. Я работала, растирала, выпаривала, фильтровала. Себастьян сидел в углу на табуретке и молча наблюдал. Иногда подавал нужный инструмент, просто видел, что нужно, и давал. Около полуночи он принес хлеб и кружку с горячим отваром. «Ешь», — сказал он, — «больному от голодного лекаря пользы нет». И я ела, не отрываясь от работы. «Ты веришь, что это поможет?» «Да», — ответила я, — «верю». «Почему?» «Потому что это не вера, это знание. Разница в том, что знание можно проверить, а веру нет». «Откуда у тебя такое знание?» «Я читала», — сказала я. «Что читала?» «Все, что попадалось», — ответила я. «Я не лгу», — подумала я. «Я прочитала тысячи книг. Просто не в этом веке». К рассвету у меня был маленький флакон с прозрачной жидкостью. Я держала его на свет свечи. Атропин, вероятно. Концентрация неизвестна, дозировка несколько капель. Терапевтическое окно максимально широкое при текущем состоянии пациента. Риск высокий. Альтернатива – смерть генерала в течение 12 часов. Идем. В покоях генерала было тихо и душно. Свечи догорели до огарков. Придворные теперь сидели по углам, сонные с серыми лицами. Мэтр Франк стоял у изголовья кровати. Прямой, свежий, как будто он вообще не спал, а просто ждал. Ждал, когда ему можно будет сказать «Я же говорил». Лукас лежал, и я видела сразу, за ночь стало хуже. Дыхание совсем поверхностное, почти не видно движения грудной клетки. Синюшность вокруг губ стала ярче, мышечные подергивания непрерывные. «Несколько часов осталось», — подумала я, — «может быть, меньше». Я подошла к кровати. Приподняла его голову осторожно 2 руками. Он почти не реагировал. Откупорила флакон. «Несколько капель», — подумала я. «Начинай с малого и наблюдай». Я влила 3 капли ему в рот, медленно. Подождала, пока он проглотил, рефлекторно. Поставила флакон на стол рядом с кроватью и стала ждать. Секунды тянулись, ничего. Франк демонстративно не смотрел на меня, смотрел в окно. Еще секунды. «Слишком мало», — подумала я. «Надо еще». При тяжелом отравлении терапевтическое окно шире. Я взяла флакон снова, влила еще 2 капли, поставила обратно и стала ждать. На 20-й секунде тело генерала выгнулось, резко, сильно, вся спина поднялась от матраса, руки вцепились в простыню, рот открылся и вырвался хриплый, страшный звук. «Она убила его!» Голос Франка рванул тишину, как нож. «Я говорил! Стража!» Солдаты у двери шагнули вперед, загремело железо. Король, стоявший у стены, закрыл лицо руками. Адельхайд сжала пальцы в кулак. Я не двигалась.
Я смотрела на грудную клетку Лукаса. Это парадоксальная реакция, думала я. Спокойно, четко, как на лекции. Атропин при тяжелом отравлении может вызвать кратковременное усиление судорог. Это описано, это нормально, это не смерть, это переход. Нужно подождать 30 секунд. Солдаты стояли в шаге от меня. 1, 2, 5, 10. Я не ошиблась. Я не могла ошибиться. Я не ошиблась. 20, 25. Тело генерала обмякло. 30. Первый вдох. Глубокий, с хрипом. Настоящий вдох. Такой, каких не было у него несколько дней. Потом второй, третий. В комнате стояла абсолютная тишина. Мышечные подергивания стихали. Медленно, одно за другим, как затихает рябь на воде. Лукас открыл глаза. Медленно, тяжело, с усилием человека, который долго был под водой и только что поднялся на поверхность. Он смотрел в потолок, потом медленно повернул голову и посмотрел на меня. Взгляд был мутным, усталым, но живым. «Кто ты?» — прохрипел он. «Лекарь», — сказала я. Молчание. Потом Адельхайд выдохнула, потом еще кто-то, потом все сразу. Король опустил руки от лица, посмотрел на меня, потом на Лукаса. Франк стоял у окна, не говорил ничего. Лицо его было таким, что на него было больно смотреть. Не из жалости, а потому что в нем было что-то такое, что бывает у людей, когда рушится то, во что они верили. «Не торжествуй», — сказала я себе, — «он еще опасен. Может быть, сейчас даже опаснее, чем раньше». Я положила руку на запястье генерала. Пульс где-то 100 ударов в минуту. Удовлетворительного наполнения. Зрачки начали расширяться. Все идет правильно. «Ему нужен покой», — сказала я королю. «Тишина, тепло, жидкость, ничего тяжелого. К утру дать еще 3 капли. Я покажу, Адельхайд». Я говорила методично. Король слушал и кивал. Потом он спросил. «Откуда ты знала?» «Я наблюдала, Ваше Величество. Тело рассказывает все. Нужно только уметь слушать». «Останешься при дворе, пока он не выздоровеет». Это было не предложение, это был приказ. «Хорошо», — ответила я. На следующий день генерал попросил еды. Это был хороший знак, лучший из возможных. Аппетит – первый признак того, что тело начинает бороться само, без посторонней помощи. Я разрешила бульон и хлеб, запретила мясо и вино. Лукас, услышав про вино, поморщился. «Надолго?» «До полного выздоровления». «Это сколько?» «Зависит от вас». «Буду слушаться», — сказал он коротко. К полудню к нему пришел король, не официально, а просто. Зашел, сел рядом, поговорил. Когда уходил, задержался у двери и обернулся ко мне. «Мы должны поблагодарить вас, Анна Браун. Официально. Сегодня вечером». «В этом нет нужды, Ваше Величество?» «Есть. Когда человека спасают, это нужно называть вслух. Иначе люди не знают, чего стоит бояться меньше – болезни или лечения». Вечером в большом зале собрались придворные. Меня представили официально с упоминанием того, что произошло. Я стояла и слушала, как красивые слова ложатся поверх того, что на самом деле происходило той ночью в аптеке. Люди смотрели на меня, кто-то с восхищением, кто-то с любопытством, кто-то с плохо скрытой завистью. Франка в зале не было. Адельхайд пришла ко мне ночью. Я сидела в выделенных мне покоях. Небольшая комната, чистая, с кроватью, что после 3-месячного сна на соломе казалось роскошью. Она вошла без стука или тихо постучала, и я не услышала. «Не спишь?» — сказала она. «Нет». «Поздравляю с успехом», — сказала она. «А теперь о неприятном». «Слушаю». Франк не сдался.
Он уже написал 3 письма. Одно в церковный суд, одно в университет Праги, одно я не знаю куда, но знаю, что написал. Чего он хочет? Убрать тебя. Ты спасла генерала. Это сделало тебя ценной для короля. Ценных людей не казнят, их используют. Разница между ценной и в безопасности большая. Ты мне помогаешь? Почему? Потому что ты делаешь то, что делаешь. При дворе это редкость. Она ушла, а я подумала, запомни, Адельхайд — союзник. Пока. А в тетрадь записала Франк опасен. Действует через институты, церковь, университет. Это умнее, чем прямая атака. Нужно понять, что именно он пишет и кому. И нужно понять, кто его нанял отравить генерала. Потому что если убийца на свободе, Лукас в опасности. Лукас выздоравливал медленно, как человек, который пережил 3 недели тяжелого отравления. Я приходила к нему каждое утро, проверяла пульс, дыхание, зрачки. Каждый день что-то менялось. Чуть лучше, чуть ровнее. На 4-й день он сел в кровати сам. На 6-й попросил разрешения встать. «Еще нет», — сказала я. «Я 30 лет не лежал в кровати дольше 3 дней. Теперь будете». «Ты упрямая». «Это профессиональная». Он усмехнулся. И мы начали разговаривать. Сначала о пустяках, о том, что происходит за окном, о том, как продвигается выздоровление. Потом разговоры стали длиннее. Лукас оказался человеком, который слушает. Редкость в любом времени. Он задавал вопросы и слушал ответы до конца, не перебивая. Это было приятно. Однажды утром он сказал: «Ты дала мне ягоды ведьмы?» «Я дала противоядие». «Это одно и то же». «Нет. Ведьмины ягоды — это имя, а противоядие — это функция. Одно и то же растение может быть ядом или лекарством, в зависимости от того, сколько его дать и зачем». «Откуда ты это знаешь?» Я наблюдала и читала. «Что читала?» «Многое». «Твоя мать была знахаркой в деревне. Знахарки так не думают. Я видел знахарок, они думают по-другому». Мать научила меня многому. Остальное я сама. «Сколько тебе лет?» 17. «Ты говоришь как человек, который прожил гораздо больше». «Может быть, я просто много думаю?» Он снова усмехнулся. На этот раз усмешка была другой, не снисходительной, а понимающей. «Ладно», — сказал он, — «не хочешь говорить, не говори, я не настаиваю, но знай, я не враг». «Я знаю», — сказала я. А про себя подумала, он не враг, он союзник, если будет жить. Я начала расследование на 7-й день после приезда. Не потому, что меня об этом попросили, потому что логика врача работает так. Ты лечишь симптом, но причина должна быть устранена. Если отравитель на свободе, генерал получит следующую дозу, как только поправится. Мой инструмент не допрос. Мой инструмент – медицинская история болезни. Я начала опрашивать слуг под видом уточнения деталей для выздоровления. «Что генерал ел в тот вечер?» – спрашивала я деловито. «Мне нужно понять, какие продукты ему теперь нельзя». Слуги отвечали охотно. Медицинские вопросы не пугают так, как вопросы о виновных. Картина складывалась постепенно. Ужинали 8 человек. Одинаковые блюда для всех. Кроме одного. Генерал не пил общее вино. У него был особый кубок с его гербом, который всегда наполнял его личный виночерпий. Петр. 5 лет при генерале. По всем отзывам, исполнительный, незаметный. Я узнала, как он выглядит, и нашла его в коридоре. Смотрела на него. «Вот что делает многолетняя практика», — подумала я. «Ты умеешь читать тело. Не только больное, любое. Его плечи подняты, шея напряжена, взгляд уходит вниз, когда я прохожу мимо. Он знает, кто я. Он знает,
что я здесь из-за генерала. Он боится. И я не стала с ним говорить, просто запомнила и записала в тетрадь. Петр Виночерпий боится. Вопрос почему? Выяснить. Франк нанес удар на 10-й день. Я узнала об этом от Адельхайд. Она прислала утром записку. «Франк ведет к тебе больного, будь осторожна». Больного звали Готфрид. Ему было лет 50, он был богато одет, с тростью. Он вошел в покои, которые отвели мне для приема, с видом человека, который пришел проверить качество товара в лавке. Франк шел рядом. «Анна Браун?» Готфрид оглядел меня без особого интереса. «Говорят, вы умеете лечить?» «Правильно говорят. Что вас беспокоит?» «Голова кружится, руки иногда трясутся, речь заплетается». Начинаю осмотр. Тремор рук мелкий, зрачки неравномерные, на коже следы старых высыпаний. Я смотрела на него и видела небогатого господина с тростью, видела историю болезни. Лет 15 назад, может быть 20, этот человек подхватил заразу. Обычную, распространенную, о которой не говорят вслух в приличном обществе. Тогда она прошла почти незаметно. Небольшая язвочка, потом сыпь, потом как будто само прошло. Он, наверное, решил, что обошлось. Но зараза не ушла. Она спряталась и тихо жила в теле годами, невидимая, терпеливая, и медленно двигалась туда, куда в конце концов добирается всегда. В голову, в нервы, в мозг. И теперь результат был передо мной. Руки дрожат не от старости, от поврежденных нервов. Зрачки разного размера, потому что нервы, управляющие глазами, уже не работают, как раньше. Походка с тростью, ноги перестают чувствовать землю под собой. Тело разрушается изнутри, медленно, методично, уже много лет. В моем мире это лечилось просто. 2 курса антибиотика, и зараза мертва. Полное выздоровление. Здесь антибиотиков не существовало. Здесь было только одно средство – ртуть. Ядовитая, тяжелая. Она не убивала заразу полностью, только замедляла ее. Останавливала на время. Не исцеление, а отсрочка. Я смотрела на этого человека и думала об одном. Он пришел слишком поздно. На 10 лет слишком поздно. Но это не значит, что я ничего не могу сделать. Значит только, что сделать можно меньше, чем хотелось бы. «Привыкай», — сказала я себе. «Здесь это норма». «Вы давно заметили эти симптомы?» — спросила я. «Года 3», — ответил он. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что болезнь, которая развивается медленно, лечится иначе, чем та, что пришла внезапно». Франк за его спиной чуть подался вперед, ждал, что я скажу. «Не думай называть болезнь ее именем», — подумала я. «Он это знает. Он пришел с тростью и богатой одеждой. Он дворянин. Если я назову болезнь прямо, он оскорбится и уйдет. А Франку будет аргумент. Вот видите, она говорит о приличных людях непристойности». «У вас болезнь крови», — сказала я спокойно. Она поднялась в голову через много лет. Это бывает. Такую болезнь лечат ртутными ваннами и определенным режимом. «Ртутными ваннами?» Готфрид поморщился. «Это неприятно, но действенно. И что? Поможет?» Ртутная терапия при сифилисе официально применялась до открытия пенициллина в 1928 году. Эффективность ограниченная, токсичность высокая, но при нейросифилисе лучшее, что есть. Да, поможет немного, на время. «Остановит ухудшение», — сказала я вслух честно. «Полного выздоровления не обещаю». Готфрид помолчал, кивнул, встал. Франк проводил его до двери, потом вернулся один. «Интересно», — сказал он, —
что деревенская знахарка знает о болезнях, которые порядочные женщины не знают даже по названию. «Порядочные женщины от этих болезней тоже умирают», — ответила я, «независимо от того, знают они их название или нет». Он посмотрел на меня. «Я найду способ остановить тебя». «Я лечу людей, мэтр Франк. Если вам нужно меня остановить, чтобы они умирали, это говорит не обо мне, а о вас». Он вышел. Это был последний вежливый разговор между нами, подумала я. Лукас встал на 11-й день. Я сопротивлялась, говорила еще рано, он встал все равно. Медленно, держась за спинку кровати, но встал. «Хорошо», — сказала я, — «но только в комнате. И сядьте через 5 минут». Он простоял 10, потом сел сам. Не потому, что я велела, а потому, что устал. «Слабость противная», — сказал он. «Ваше тело 3 недели работало в режиме постоянного отравления. Ему нужно время». «Сколько?» «Несколько недель, может, месяц». Он кивнул. В этот вечер Адельхайд пришла к нам. Сама, без слуг. Я подумала, что это случайность, но потом поняла, это было запланировано. Мы сидели втроем. Лукас на кровати, Адельхайд у стола, я у окна. «Нужно поговорить серьезно», — сказал Лукас. «Слушаю». «Меня отравили не из личной вражды. За последние 2 года я провел 3 проверки армейского снабжения. Нашел недостачи, большие. Деньги уходили и продолжают уходить через цепочку посредников. Один конец этой цепочки в казначействе, другой здесь». «В замке?» «При дворе». Адельхайд добавила. «Франк не главный, он исполнитель. За ним люди с настоящими деньгами и властью». «Он мог отравить тебя сам?» — спросила я Лукаса. «Он знает достаточно о ядах, но у него не было доступа к моему кубку на ужине. Нужен был человек ближе». «Петер», — сказала я. Оба посмотрели на меня. «Он боится, я видела это». Лукас кивнул. «Возможно. Но мне нужны доказательства, а не подозрения». «Я ищу», — сказала я. Адельхайд посмотрела на меня. «Ты боишься?» «Постоянно». «И что ты делаешь со страхом?» «Работаю». Пока руки заняты делом, страх молчит. Ловушку я придумала на следующий день. Медицинскую, потому что других инструментов у меня не было. Логика была простой. Тот, кто отравил генерала, знал, что именно добавлял в его кубок. Это знание было у очень немногих людей. У того, кто достал яд, и у того, кто его дал. А обычный человек при дворе понятия не имел бы, чем именно болел Лукас и чем его лечили до моего приезда. Значит, если я скажу, что генералу снова стало плохо и нужно то самое старое лечение, только виновный поймет, о чем речь. И только виновный захочет это лечение найти. Я попросила Себастьяна пустить слух. Как будто случайно вырвалась в разговоре. Мол, деревенская лекарка растерялась, генералу опять нехорошо, и говорит, нужно то, что давали раньше. Она не знает, что. И стала ждать. На второй день Себастьян пришел ко мне, без слов, просто кивнул на дверь. Я пошла за ним. Мы спустились в аптеку. Он подвел меня к дальнему шкафу, выдвинул нижний ящик, нажал на дно. Оно поддалось, за ним оказался тайник. Там стоял небольшой флакон, темное стекло, без маркировки. Я открыла пробку и понюхала. Горьковатый запах и осадок на дне, темно-зеленый. «Это чье?» — спросила я. «Из личных запасов мэтра Франка», — сказал Себастьян. «Это растение здесь растет?» «Нет». «Это привозное, дорогое». Я смотрела на флакон. Значит, Франк принес его специально. Не купил в местной аптеке, там его не было. Привез отдельно, хранил в тайнике. Просто так люди тайники не делают.
«Этого достаточно?» – спросил Себастьян. Я подумала. В моем мире этого бы не хватило. Там нужен был бы химический анализ, лаборатория, заключение эксперта. Там адвокаты разнесли бы такое доказательство в клочья за 10 минут. Здесь другой мир. Здесь у Франка в тайнике лежит флакон с тем же ядом, которым отравили генерала. Без подписи, с растением, которого в этой стране нет. Этого достаточно для человека, который хочет понять. А король, судя по всему, хотел. «Достаточно», — сказала я. Петр пришел сам. Этого я не ожидала. Поздно вечером, когда я сидела одна. Стук в дверь. Тихий, нервный. Я открыла. Он стоял на пороге. Бледный. Видно было, что он долго решался. «Я хочу рассказать», — сказал он. «Входи». Он вошел, сел на край стула. «Я не знал, что это яд, клянусь. Мне сказали лекарское средство, что генерал должен принять его незаметно, что так велит лекарь». «Кто велел?» Он назвал имя. Я записала. «Кто дал флакон?» «Мэтр Франк лично, за неделю до ужина». «Ты готов повторить это перед королем?» «Меня накажут». «Возможно, но генерал жив, это важно». «Да, я повторю». Арест Франка произошел утром. Рихард пришел с 2 солдатами. Франк увидел их из окна своих покоев и, говорят, успел сжечь несколько бумаг, но не все. Его вели через двор прямого, все еще высокомерного, с поднятой головой. Я смотрела из окна. «Это не торжество», — подумала я. «Это просто конец одной главы. Следующая начнется завтра». Заседание совета было на следующий день. Большой зал, тяжелые кресла, суровые лица, король во главе. Я стояла сбоку, не в центре, но и не среди советников. В пространстве между. Франка ввели. Он держался, нужно отдать должное. С достоинством, как человек, который еще надеется на что-то. Его спрашивали. Он отвечал уклончиво. Главное, отрицал. Потом заговорил Петр, потом Себастьян, потом показали флакон. Франк посмотрел на флакон долго. Что-то в его лице изменилось. Не сломалось, но изменилось. Как меняется выражение человека, когда он понимает, что игра окончена. Он попробовал старый прием. «Ваше Величество, все это слова деревенской девчонки, которая знает вещи, которые знать не должна. Я прошу задать вопрос, откуда у нее эти знания? Никто ее не учил. Одно слово — ведьма, и все встает на свои места». Я почувствовала, как напряглись люди в зале. Старое слово — надежное оружие. «Ваше Величество», — сказал Лукас, — «эта женщина диагностировала мое отравление, когда ваши лучшие лекари называли это божьим проклятием. Она приготовила лекарство из того, что было под рукой, рискуя жизнью. Она нашла доказательства преступления, пока все смотрели в другую сторону. Если это ведьмовство, то я прошу называть ведьмовством все то, что помогает людям жить, потому что альтернатива — называть убийство лечением. Я воевал 30 лет. Я видел достаточно, чтобы различать эти вещи». Потом король обернулся ко мне. «Чего вы хотите, Анна Браун?» Я ответила не сразу. «Чего я хочу?» – подумала я. «Я хочу вернуться в Вену. Хочу стерильный воздух, рентген, анестезию, антибиотики. Хочу, чтобы Марта не умерла от аппендицита. Хочу, чтобы у меня было то, что нужно. Но этого нет. Того мира нет здесь. А что есть? Есть это тело, эти руки, это знание. Есть люди, которых можно лечить, некоторые. Есть Гертруда с ее травами, Себастьян с его аптекой и Отто, который может поднять обе руки вверх. Вот чего я хочу». «Право лечить, Ваше Величество», — сказала я. «Без обвинений, без разрешения цирюльника. Просто лечить тех, кому нужна помощь». Король смотрел на меня.
Это беспрецедентно. Да. Женщина с правом практиковать медицину? Да. Себастьян, сказал король, вы согласились бы обучить эту женщину официально, как аптекарь ученика? Себастьян кашлянул. Могу рассмотреть, Ваше Величество. Тогда рассмотрите. Король повернулся к секретарю. Дайте ход грамоте с моей печатью. Я возвращалась домой через 2 недели. Рихард проводил меня до деревенской дороги. Дальше я захотела идти одна. Хотела пройти последние полчаса пешком в тишине с королевской грамотой за пазухой. Осень к тому времени перешла в настоящую зиму. Первый снег лег неровно. На полях белый, на лесных тропинках серый от упавших листьев. Я подумала, а помню ли я свою венскую зиму? Помню венский воздух. Он пах выхлопами и кофе, особенно по утрам. Кофейня на углу открывалась в 7, и запах шел через всю улицу. Я всегда шла на работу пешком и всегда думала, зайду завтра. Так никогда и не зашла. А здесь нет кофе. Зато есть зверобой под снегом и дым из труб, который видно с километр. Это другое, но тоже настоящее. Я шла и думала о Вене, не с тоской, а просто как думают о чем-то, что было и чего больше нет. Надежды не было и не было горечи. Было что-то спокойное. Принятие, наверное. Гертруда стояла у ворот деревни, будто знала, в какое время я приду. Она стояла в плотном платке, с руками сложенными перед собой, и смотрела на дорогу. Увидела меня, не улыбнулась, она вообще редко улыбалась, просто смотрела. «Слышала, ты спасла генерала?» — сказала она. «Да, ядом, противоядием. Это разница». «Тебя не арестовали?» «Нет». «И не повесили?» «Нет». «Значит, все получилось?» «Получилось». Еще молчание. Потом Гертруда сделала то, чего я от нее не ожидала. Опустила взгляд на свои руки, большие, грубые, с темными каемками под ногтями. И сказала, «Научишь меня?» «Этого я не ожидала», — подумала я, хотя должна была. Гертруда подняла взгляд. В нем не было ни унижения, ни смирения, только прямой вопрос человека, который принял решение. «Тому, что ты делаешь. Про кости, про жар, про семена болезни. С чего начнем?» Я смотрела на нее секунду, потом сказала, «С мытья рук». «Что?» «С мытья рук перед осмотром. Это первое и самое важное». «Это все?» «Это первое, потом другое. Но начнем с этого». «Ладно», — сказала она, и повернулась к деревне идти. А я пошла рядом. Берн встретил меня у своего дома. Он вышел на крыльцо и просто стоял там и ждал. Смотрел на меня с тем выражением, которое я уже знала. Тихая, ненавязчивая благодарность человека, который не умеет говорить красиво, но умеет чувствовать точно. Он ничего не сказал, просто открыл дверь внутрь и крикнул. «Отта, иди сюда!» Топот маленьких ног по деревянному полу. Дверь распахнулась, и в проеме появился Отто, растрепанный, в слишком большой для него рубахе. Он увидел меня и поднял обе руки вверх. Обе, высоко, просто так, чтобы показать, что может. И лицо его было при этом таким счастливым, что у меня перехватило горло. «Вернулась!» — крикнул Отто. «Я знал, что вернешься!» «Говорил, что знал», — проворчал Берн. «3 раза в день говорил». Я рассмеялась. По-настоящему. Первый раз за несколько недель. Отто скатился с крыльца и остановился передо мной. «Ты правда лечила генерала?» — спросил он. «Правда». «Так же, как мою руку?» «Немного по-другому, но принцип похожий». «Принцип — это что?» «Это главная идея.
Та, что лежит в основе. А в основе чего? В основе того, как работает тело, ответила я. Ладно. Расскажешь потом? Расскажу. Вечером я сидела одна. Дом был темным и тихим, так как бывает только поздним вечером, когда деревня засыпает, и единственный звук — это потрескивание огня в очаге. Я сидела у стола, смотрела на пламя и думала ни о чем конкретном. «Как ты?» — спросила я сама у себя. Николь спрашивала Анну, или Анна спрашивала Николь. Мы уже почти перестали быть двумя разными людьми. «Нормально», — ответила я сама себе. «Устала, но нормально». «Думаешь ли ты о том, чтобы вернуться?» — опять спросила я себя. «Иногда, но реже, чем раньше. Здесь каждый день кто-то нуждается в помощи. Это занимает голову». Огонь потрескивал. За окном была зима. Темная, тихая, настоящая. Голые деревья, звезды через редкие облака, запах дыма из каждой трубы в деревне. Я встала, нашла свечу, зажгла от огня в очаге, поставила на стол, нашла тетрадь, ту грубую с серыми страницами, перелистала сначала. 3 месяца. Потом взяла чистый лист пергамента. Себастьян дал мне несколько листов из своих запасов. Взяла перо, обмакнула в чернила. «С чего начать?» — спросила я у себя. «С самого начала», — ответила я. «С того, что важнее всего. С того, что убивает чаще всего и что легче всего предотвратить». И я написала первую строку. Медленно, тщательно. О чистоте рук и семенах болезни. Наблюдения лекаря Анны Браун, составленные в лето Господне. Я остановилась, перечитала. Анны Браун. Не Николь Вайс, Анны. «Это правильно?» — спросила я у себя. «Да», — ответила я, — «это честно. Николь Вайс написала бы диссертацию. Анна Браун пишет трактат. Для людей, которые его поймут. Это разные вещи, но обе нужны». И я продолжила писать. Я писала долго, дольше, чем думала. Свеча догорела до половины, пока я закончила первую страницу. Я написала о руках, о том, что перед осмотром больного нужно мыть руки. Не молитвой, а водой с золой. Написала почему, через образ семян болезней, невидимых глазу. Написала просто, коротко, без латыни. Потом написала о жаре, о том, что жар не враг тела, а его оружие. О том, что кровопускание при жаре убивает. О том, что нужно вода, тепло и отвар из ивовой коры. Потом о вывихах и переломах, как отличить одно от другого, как вправлять шаг за шагом, так, чтобы понял человек с сильными руками и желанием помочь, даже если он никогда не учился. Это был не учебник медицины, это было нечто практичнее, руководство для тех, у кого нет ничего, кроме рук и желания. Гиппократ писал для врачей, подумала я, а ты пишешь для Гертруд. Это лучше. Поздно ночью, когда деревня давно спала, я встала и подошла к окну, открыла его, стояла и смотрела на деревню под снегом. Темные крыши, дым из труб, где-то лаяла собака, где-то плакал ребенок. Живая деревня, спящая, но живая. «Скучаешь по Вене?» — спросил внутренний голос. Я подумала честно. Да, по кофе, по горячему душу, по рентгену. Но Отто поднимает обе руки, Беннер живет, Лукас сидит за столом и пьет бульон, вместо того, чтобы лежать в гробу, а Гертруда завтра придет учиться мыть руки. Этого хватает? Я долго думала. За окном прошла кошка по снегу, оставила ровные маленькие следы и исчезла в темноте. «Хватает», — ответила я себе. «Не всегда, но в среднем да». Я закрыла окно, вернулась к столу, посмотрела на исписанный пергамент, на мешок с травами от Гертруды.
взяла перо и написала последнюю строчку на первой странице трактата. Разница между ядом и лекарством – это доза. Разница между невежеством и знанием – это наблюдение. Все остальное – вопрос времени и желания учиться. «Хорошо», – подумала я. Отложила перо, задула свечу. В темноте за окном шел тихий снег. Я легла и впервые за 3 месяца заснула без мысли о том, где я. Просто заснула. Дома. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!